Наверное, вы обратили внимание, что в заголовке сирень Мейера стоит с вопросительным знаком. Дело в том, что я сомневаюсь, что это сирень Мейера. Почему? Потому что обычно во всех справочниках сирень Мейера заявлена высотой 1,5 метра. Ну, здесь высота 2 метра как минимум. Похожих сиреней разновидностей существует несколько. Сирень мелколистная, сирень Генри, сирень Комарова. Они чем-то похожи. Вот такие же некрупные заостренные листики и такие некрупные метелки соцветий. Ну, собственно говоря, бог с ним, как она называется, к какому виду она относится. Для меня гораздо важнее, что это весенне цветущий кустарник. Красиво цветущий. А раз он весенне цветущий, значит, он цветет на побегах прошлого года. И обрезать ее нужно после того, как она закончит цветение. Ну, пока еще рановато. Давайте полюбуемся еще этими цветами немножко. А вот когда цветение закончится, я вам покажу, как я ее буду обрезать. Ну все, отцвела наша сирень, пора приступать к обрезке. Вот если бы у вас куст был нормального размера, нормальной формы, обрезать очень просто. Вы обрезаете фактически отцветшие соцветия, ну, естественно, захватываете и соседние ветки, которые, пускай не цвели, ну, вы их, в общем, укорачиваете немножко, приводите в нужную вам форму. Берете буквально садовые ножницы и вот так слегка все это дело равняете. Ну, в общем, надеюсь, вы поняли, ничего сложного нет. Укорачивайте на 1/3, можно наполовину. Сирень Мейера в том числе, это довольно активно растущее растение, и даже после сильной обрезки оно активно отрастет и в следующем году будет нормально цвести. Вот здесь у меня совсем другая задача. Мне нужно омолодить этот куст. Вы, наверное, видите, какая у нее безобразная форма. Совершенно лысый штамп вот там вот. И все цветение, вся листва ушла сюда на периферию. Мне это не нравится. Может, кому-то нравится, но мне такое не нравится. И поэтому я сейчас буду его кардинально омолаживать. И вот тут позвольте сделать небольшое отступление. Ровно год тому назад подобную омолаживающую обрезку я проводил с вейгелой. Я ссылку оставлю, там я подробно рассказал и показал, как я это делаю. Но все-таки напомню вам вкратце, вставлю фрагмент. Итак, эта вейгела в прошлом году весной выглядела примерно так же, как эта сирень Мейера. Совершенно лысый штамп и улетевшая куда-то наверх листва и цветение. Мне такое не нравится, повторюсь, мне не нравится. Поэтому я ее очень радикально обрезал. В надежде на то, что вейгела тоже активно растущий кустарник. Так вот, эта вейгела за прошлый сезон после обрезки нарастила множество новых побегов, которые в этом году цветут. Посмотрите, на мой взгляд, выглядит очень даже неплохо. Компактный куст такой округлой формы, который обильно усыпан цветами. По-моему, все хорошо, все получилось. Сейчас, после того, как она отцветет, я снова ее немножко обрежу. Но уже не сильно, конечно. Я подровняю побеги, потому что некоторые торчат в сторону, выбились из размера. Придам ей такую более округлую форму. Некоторые побеги удалю, которые, на мой взгляд, не туда, куда надо растут. В общем, буду поддерживать ее уже в каком-то таком более-менее нормальном виде. Опять же, после такой обрезки, после цветения, я и простимулирую рост новых побегов. И в следующем году она будет выглядеть еще лучше. И такую обрезку, в принципе, нужно делать каждую весну или там каждое лето, ну, в общем, сразу после цветения. Итак, возвращаемся к нашей сирени Мейера. Значит, как я сказал, я буду ее обрезать очень радикально. Обрезать буквально вот так. Не сильно ли, спросите вы? Да, действительно, есть такая одна проблема. Ужасный склон, не постоишь нормально. Есть одна такая проблема. Ну, не знаю, знаете ли вы или нет, но растение питается как бы из двух источников. Первый источник – это корни, которые впитывают в себя все необходимые вещества, распределяют по растению вплоть до листьев. Второй источник – это листья, которые в процессе фотосинтеза
синтезируют полезные вещества и точно так же отдают их растению. Всему растению и в том числе корням. Происходит вот такой своеобразный обмен веществ между корнями и листьями. И прерывать этот обмен веществ, вот этот круговорот веществ, полностью не стоит. Поэтому можно, конечно, обрезать полностью до уровня земли. Я уверен, что сирень настолько активное растение, что она спокойно отрастет. Но я оставлю небольшой пенек. Вот здесь, сейчас я вот это мешающее удалю. Вот здесь есть побеги, уже молоденькие, которые начнут, конечно, очень активно расти. И точно так же начнут расти побеги от корня. Но есть такая проблема с сиренями особенно. Если у вас саженец посажен укорененный из черенка, то побеги от корня будут тем же самым сортом. Но если ваш саженец привитый, грубо говоря, на какую-то дичку, то побеги от корня, которые будут отрастать активно, это будет дичка. Поэтому обязательно оставляйте культурную часть. Обычно прививку делают в районе корневой шейки, внизу. Поэтому обязательно оставляйте. Я сейчас буду обрезать. Обрезать я не хочу сразу полностью толстый, так будет сложно, она тяжелая, будет падать, ломаться. Сначала обрежу вот эту всю мелочь. Очень неудобно на таком склоне работать. Сучкорез — великая вещь. Страшно, правда? Было такое растение, полностью обрезали. Ничего. Вот тут побеги. Вот, кстати, смотрите, корневая поросль, видите? Но листья совершенно другие. Это то, о чем я вам говорю. Она, скорее всего, привитая. Поэтому вот такие побеги стоит удалить полностью. А вот культурные мы оставим. Теперь берем ножовку и отпиливаем вот так, оставляя вот эти небольшие маленькие побеги. Ну вот, дело сделано. Обрезали. Итак, что же мы в результате имеем? Мы имеем вот такой пенек. И у него 1, 2, 3 начинающих расти молодых побега. Естественно, корневая система очень мощная. Поэтому эти побеги начнут расти быстро. Мало того, обязательно проснутся спящие почки. Спящие почки дадут новые побеги. Эти побеги в этом сезоне будут расти активно, а в следующем, надеюсь, зацветут. И куст приобретет компактный размер, что для меня, например, очень важно. Компактный размер, его будет удобно стричь, и он будет очень красиво выглядеть. Кстати, еще одна интересная вещь про сирень Мейера. В декабре 2021 года мне посчастливилось побывать на одном из морских египетских курортов. Так вот, территория возле отеля очень густо засажена сиренью Мейера. Она образует целые массивы, и ее очень коротко стригут. Действительно такие ровно стриженные массивы из сирени Мейера. Цветения там, конечно, фактически нет, где-то одиночные пробиваются. Но ведь она в условиях Египта вечно зеленая. И смотрится, кстати сказать, очень даже неплохо. Я даже подумал, что из нее можно стричь хорошие невысокие бордюры, удерживая на нужной высоте. Ну и в конце, предвосхищая вопрос, который наверняка прозвучит в комментариях, а можно ли обычную сирень вот так же обрезать? Вон обычная сирень, видите, за моей спиной фактически то же самое. Голый низ, куда-то улетевшее наверх цветение листва. Можно, но она еще цветет, я подожду немножко, а потом с ней сделаю то же самое. Очень коротко ее обрежу. Оставлю только небольшие пеньки, может быть 1, 2, 3, посмотрю. Посмотрю по обстоятельствам. И она начнет в этом сезоне активно отрастать. В следующем будет цвести. Вот такие они весенние цветущие кустарники. Напомню, все ссылки я оставляю в описании. Красивого вам сада, красивых экспериментов в саду. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь обрезать эти растения. Ну и всего доброго.